Сяо Янь вернется в империю Дзяма к королеве Медузе как почтенный воин. Он не только спасет свою дочь Сяо Сяо в этот раз, но и поможет Цайлинь в защите альянса Янь от нападения врагов. Залдуш с поддержкой многих сильных фракций направил просто чудовищную силу против империи Дзяма. Здесь будут биться десятки почтенных воинов. Сяо Янь, естественно, пришел на выручку и сразился с очень сильным экспертом уровня почтенного воина 9-й звезды в шаге от мнимого святого. Это был 4-й Тяньцзун Залдуш по прозвищу Тяньцзун Кровавых рек. Кроме того, он известен за высшее мастерство владения кровью. Он практически может управлять кровью в теле своего соперника. На каком уровне был тогда Сяо Янь? Почтенный воин 8 звезд. Он осознал, что перед ним находится один из самых могущественных экспертов Залдуш 4-й Тяньцзун. В этом месте скрывалось множество таинственных мастеров, но он не ожидал, что противник окажется на уровне почтенного воина 9 звезд, всего в одном шаге от мнимого святого. Если бы он хоть немного задержался, альянс Янь наверняка был бы сметен кровавой бойней. Перед 4-м Тяньцзуном упал труп, который принадлежал некогда могущественному 9-му Тяньцзуну. Однако тот лишь равнодушно взглянул на останки своего соратника, не проявив ни капли эмоций. Затем он просто уничтожил его, так как не видел смысла спасать того, кто уже несколько раз терпел поражение. Сяо Янь отметил, что для людей из зала душ эмоции совершенно бесполезны. 4-й Тяньцзун изначально не планировал вмешиваться, но раз 9-й Тяньцзун не только проиграл, но и был убит, он должен завершить начатое, а именно захватить всех членов клана Сяо. Внезапно кровавый туман окутал поле боя, а аура 4-го Тяньцзуна, холодная и зловещая, распространилась во все стороны. Кровь во всех находящихся поблизости начала бурлить. Для более слабых экспертов это оказалось смертельным, их тела попросту разрывались. Даже много союзников оказались убиты этой техникой Тяньцзуна. Глава фракции Духовного Льва Шитянь, тяжело раненый, с яростью обратился к 4-му Тяньцзуну, обвиняя его в нарушении соглашения, поскольку тот убивал даже людей из его собственной фракции. Но старик поднял руку, указывая на противника, и резко сжал ладонь. В тот же миг тело Шитяня взорвалось. Никто не посмел пойти против, увидев смерть своего лидера. Зал душ их попросту предал. Цайлинь нахмурилась и приказала вывести армию к границе, поскольку вмешательство обычных солдат в такую битву ни к чему хорошему не приведет. Сяо Дин и Сяо Ли немедленно передали распоряжение, организовывая отступление войск в крепость. Хайбадон знал, что теперь все зависит только от Сяо Яня. Если он не справится с 4-м Тяньцзуном, крепость будет обречена. Сяо Янь нахмурился, наблюдая за тем, как старик без усилий разрывает людей на части. В его глазах мелькнули сложные эмоции. Он уже встречал экспертов, способных управлять кровью противника, но никто из них не был так силен. 4-й Тяньцзун, также известный как Тяньцзун Кровавых рек, мог контролировать кровь своих жертв. Даже почтенный воин 6 звезд разлетался на куски по его воле. Пока Сяо Янь размышлял, 4-й Тяньцзун медленно шагнул по воздуху. Сяо Янь высвободил свою доу-ци наружу, превращая ее в пылающее пламя, защищая свое тело. Однако 4-й Тяньцзун лишь рассмеялся, уверенный, что его высшее мастерство владения кровью не поддается блокировке. В следующий же миг Сяо Янь почувствовал, как его кровь начала неконтролируемо бурлить, словно готовясь вырваться из сосудов. Его лицо слегка изменилось, но прежде чем он успел что-либо предпринять, странная сила начала исходить из его сердца. Эта сила проникала в каждый сосуд, мгновенно подавляя воздействие противника. Это была родословная, полученная им в небесной гробнице. Он не ожидал, что она окажется настолько могущественной, что даже техника 4-го Тяньцзуна не сможет на нее повлиять. 4-й Тяньцзун был потрясен, ведь его техника доу-ци класса Тянь работала даже против мнимых святых, однако на Сяо Яня
она не подействовала вовсе. Тем временем Сяо Янь сделал шаг вперед. Оба противника обменялись ударами, в то время как четвертый Тяньцзун был вынужден попятиться, приглушенно застонав. Сяо Янь лишь слегка дрогнул. После этого Тяньцзун прибегнул к еще более мощной технике. Он громко выкрикнул: «Великая кровавая техника пожирания!» В тот же миг тела всех экспертов, слабее почтенного воина в радиусе 3 километров, разлетелись на куски, а их кровь устремилась в его тело, наполняя силой. Его аура стремительно росла. Сяо Янь внимательно наблюдал за изменениями в ауре четвертого Тяньцзуна. Хотя его уровень уже превосходил обычного почтенного воина 9 звезд, он не мог сразу прорваться на уровень мнимого святого. Промежуток между этими уровнями огромен. Его преодоление требует особого процесса, известного как 9 этапов достижения святого. После усиления его глаза окрасились алым, а из тела вырвался густой кровавый туман. Он сформировал кровавое облако, источающее зловещую ауру. Сяо Янь мгновенно отреагировал, выпустив 5 сгустков небесного пламени, которые начали разрушать кровавую энергию. Затем он добавил серое пламя преобразования жизни и активировал технику выброса пламени 5 колец, создавая 5 огненных духов, сливающихся в спираль из бушующего пламени. Четвертый Тяньцзун использовал небесную ладонь кровавого зла, сформировав гигантскую кровавую ладонь, несущую разрушительную силу. 2 мощные техники столкнулись, вызывая взрыв ужасающей энергии, который потряс землю. Однако в тот момент, когда четвертый Тяньцзун ослабил внимание, перед ним появился Сяо Янь. Старик не успел среагировать, когда парень активировал великую небесную ладонь созидания. Мощный удар разрушил защиту и заставил его истекать кровью. Попытавшись сбежать, четвертый Тяньцзун увидел, как Сяо Янь мгновенно оказался у него за спиной, раскрывая ладонь, в которой уже сформировался пламенный лотос из 4 видов небесного пламени. Старик понял, что проиграл, но уже ничего не мог сделать. Лотос обрушился на него, вызвав мощнейший взрыв, и небо окрасилось бушующим огнем. Спустя мгновение с огненной бури вылетела человеческая фигура, похожая на пушечное ядро. Человек издал жуткий вопль. Это был четвертый Тяньцзун зала душ. Он выглядел ужасающе. Его тело было покрыто ожогами, одежда изорвана, а кожа обуглилась до такой степени, что в некоторых местах просвечивались кости. Четвертый Тяньцзун с глухим ударом рухнул вниз. Море крови мгновенно испарилось, и в этот же момент в небе показался Сяо Янь. Он спокойно смотрел вниз. Его глаза блестели холодным светом. 3 его мощнейших удара серьезно ранили четвертого Тяньцзуна, почтенного воина на пике 9 звезды. Но несмотря на тяжелые повреждения, тот все же выжил. Избавляться от сорняков нужно с корнем. Холодный свет вспыхнул в глазах Сяо Яня. Он явил мощный столб ослепительного яркого пламени. Огонь тут же обрушился на четвертого Тяньцзуна. Тот с трудом открыл глаза. Он находился в шаге от смерти, но, несмотря на это, сумел активировать нефритовый пространственный камень. Черный туннель мгновенно раскрылся позади старика, создавая мощный вихрь, затягивающий его внутрь. В следующий миг он исчез в пространственном разломе. Однако не успел он скрыться, как в бездну устремился яркий луч света. Это был Сяо Янь, который заметил колебания пространства и тут же рванул вперед, но к тому моменту портал уже закрылся. Парень нахмурился. Как и всегда, сбегают быстро. Хотя четвертый Тяньцзун пережил атаку, его раны были смертельными. Сяо Янь не волновался. Даже если старик выживет и со временем восстановит тело, его уровень силы навсегда застынет на месте. В будущем, если он встретит четвертого Тяньцзуна снова, без труда прикончит его. Альянс Янь избежал катастрофы.
Мы видим, насколько силен стал Сяо Янь, побеждая экспертов на пике почтенного воина. Ждем эти невероятные события. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.